Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 2 августа, среда. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о судьбоносной для Украины теме. Вопросе по поводу гарантии безопасности Украине. Ну, прежде чем мы приступим непосредственно к этому вопросу, я хотел бы, так сказать, описать бэкграунд или фон, на котором это происходит, чтобы было понятно общая ситуация, где мы находимся и куда мы идем. Начну, в общем-то, с, может быть, кажется, немножко второстепенного вопроса, но это краткий, наболевший вопрос последних дней. Это вопрос о нагнетании напряженности на границе между Белоруссией и странами восточного фланга НАТО. И это нагнетание вызвало в последнее время обеспокоенность в Польше прежде всего и в странах Балтии. Так вот, буквально позавчера представитель Соединенных Штатов в ООН, посол Линда Томас Гринфилд, заявила журналистам, что любая атака Вагнера, где бы она ни происходила, то ли в Африке, то ли еще где-либо, имею в виду и против стран восточного фланга НАТО, даже если она будет происходить с территории третьего государства, то есть Белоруссия подразумевается, будет рассматриваться как атака со стороны России, со стороны российского правительства. Очень своевременное, очень правильное и очень жесткое заявление. Вот побольше бы таких заявлений не только в отношении Вагнера, но и в отношении любых действий Путина, в том числе против Украины. Следующая важнейшая новость, которая имеет практически прямое отношение к нашей сегодняшней теме. Вчера в Соединенных Штатах против президента бывшего Трампа было выдвинуто очередное обвинение в совершении уголовного преступления, так называемый indictment. Сегодня, как ожидается, он, вернее, нет, не сегодня, завтра он должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне, где ему будет объявлено об этом официально. Ну, а дальше будем ждать решения суда. Отпустит ли он Трампа под залог, а то и сразу упечет за решетку. И когда будет назначен, собственно говоря, суд. Это последнее, третье уголовное обвинение, то есть обвинение в совершении уголовных преступлений. Второе обвинение о нарушении федеральных законов. И, пожалуй, самое тяжкое. Ну, чтобы так не рассыпаться в мелочах, скажу вам в общем. Речь идет фактически о попытке, ну, чуть ли не государственного переворота. То есть, как написано в обвинительном заключении, Трамп знал о том, что он проиграл выборы, но предпринимал конкретные действия для того, чтобы заставить официальных лиц Соединенных Штатов Америки фальсифицировать или отменить, или извратить результаты этих выборов, а также наускивал массу своих сторонников для возможных массовых акций, которые привели, в частности, к беспорядкам, вторжению, захвату Капитолия 6 января. То есть, по сути дела, это страшное, в общем-то, заявление. Это попытка, направленная, то есть не попытка, а преступление, направленное против основ конституционного устройства США. То есть преступление, которое нарушает основополагающие права американцев свободно высказать свою волю, проголосовать за конкретного кандидата с тем, чтобы, если он выиграет, он занял свою должность. Обвинения, я скажу так, я читал, вернее, некоторые из тех фактов, которые приводятся в подтверждение этих обвинений, они, в общем-то, железобетонные. Они, так сказать, материальные, документальные. Это не просто чьи-то слова, хотя там есть и показания его дочери, которая сказала, что Трамп знал, что он проиграл, тогда, когда он призывал народ 6 января идти на Капитолий и демонстрировать свою силу. Что дальше теперь? Самый вопрос, что дальше? Ожидается, что это будет быстрый суд, но, по идее, он должен состояться в течение 2,5 месяцев, то есть 70 дней. Но, может быть, удастся адвокатам Трампа немножко оттянуть, но не более того, как говорят эксперты, не более чем на 100 дней. То есть где-то в начале следующего года, по идее, должен быть вынесен приговор.
Ну и эксперты опять-таки считают, что доказательная база выдвинутых обвинений настолько сильна, что у них очень мало сомнений в том, что он будет осужден, приговорен и, возможно, попадет за решетку. Вернее так, с высокой долей вероятности он попадет за решетку. Ну и учитывая, что он сейчас лидер республиканской партии к выборам 2024 года, это меняет всю шахматную доску, то есть все фигуры на шахматной доске президентских выборов 2024 года. Буквально дня 3 назад Эд Роллинс – это ветеран, старейший, мудрейший стратег республиканской партии, который, как говорят, еще Рональда Рейгана привел к власти в свое время. Так вот, он недавно выступал по американскому телевидению и сказал в отношении Десантиса, что тот неестественный кандидат от республиканской партии, и шансов у него быть выдвинутым от республиканцев на эти выборы практически никаких. И действительно, Десантис отстает значительно. Несколько дней назад они даже на 1/3 сократили число его предвыборной кампании. Количество денег, поступающие в его фонд предвыборный, тоже так несущественный. Короче говоря, Десантиса вот буквально с выступлением Роллинза практически списали. Теперь оказывается, что и Трамп, шансы у него, как говорят опять-таки эксперты, близки к нулю. Чисто теоретически, конечно, согласно Конституции Соединенных Штатов Америки, человек, даже осужденный и сидящий за решеткой, может оставаться президентом Соединенных Штатов Америки, но поскольку понятно, что из-за решетки он не сможет эффективно управлять государством, ему уже надо выезжать за границу, здесь встречаться с иностранными лидерами, то если такой вот приговоренный, сидящий за решеткой президент случится, то Верховный суд, Конгресс могут принять соответствующее решение, согласно которому его полномочия будут там то ли временно, то ли до конца его президентского срока делегированы другому человеку, возможно, вот по той лестнице преемственности, которая существует в случае, если, значит, президент умирает по какой-то причине или становится неспособным исполнять свои обязанности. То есть вариантов тут тьма, и они непредсказуемые. Непредсказуемы в том плане, что шансы самого Трампа, они становятся близки к нулю на победу в президентских выборах. Теперь вопрос, а выдвинуты ли его в этой ситуации, значит, выборщики республиканской партии? Кстати, они не обязательно должны выбирать того кандидата, который победит на праймерис. В американской истории и вообще политологии есть такое понятие «прокуренная комната». Это было такое время в начале 20 века, когда тоже так праймерис не показали удовлетворительных результатов среди кандидатов одной партии. И тогда, значит, бонзы этой партии собрались в комнате, покурили в течение ночи и выдвинули темную лошадку, которая на праймерис, в общем-то, никак себя не проявила. Короче говоря, шансы лично у Трампа упали до плинтуса, скажем так, не ниже еще, но до плинтуса. Эксперты обращают внимание на то, что трампизм практически проигрывает, причем неоднократно. Ну, во-первых, считается, что он проиграл в 2018 году на промежуточных выборах. Его сторонники как-то так не показали хороших результатов. Трампизм проиграл, это когда уже Трамп против Байдена, президентские выборы в 2020 году, и, наконец, трампизм проиграл промежуточные выборы 2022 года. Вопрос теперь, что делать республиканцам, поскольку второй их кандидат Десантис, вот как сказал Роллинс, как-то он так, говорят, неестественный кандидат. Будем наблюдать, но это оказывает непосредственное влияние, может и будет оказывать, то есть уже оказывает непосредственное влияние на то, что происходит в Украине. Потому что я вам говорил, что стратегическая цель компании или группы, которую возглавляет Ермак, которая вывела как минимум 1,8 миллиарда долларов из иностранной помощи в офшоры,
и там их закопало, но теперь не может до них дорваться, и не дорвется до тех пор, пока нынешняя администрация США находится во власти. И даже если следующий демократ, то есть следующий демократ это будет Байден, если он будет, то есть шансов у них ноль. Единственный шанс у них это если война, то есть агрессия Путина закончится благоприятно для Путина, и если они убедят Путина в том, что значит, они будут и могут быть полезны ему. Ну и в этой связи, как я это наблюдаю, была сделана ставка на победу Трампа. Трамп, который несколько сделал шумных заявлений в последнее время, и все они свидетельствуют о том, что он готов сдать Украину в 24 часа, как только станет президентом. Последние его заявления, правда, последние пару заявлений, они были все более и более заувуалированы, но смысл все равно сводился к этому. Последнее его заявление, вернее, предпоследнее я им говорил, которое заключалось в том, что он сразу же остановит всякую помощь Украине и скажет, иди договаривайся с Путиным. А Путину якобы он скажет, договаривайся с Украиной, иначе я поставлю им, то есть Украине, столько, сколько никогда никто не поставлял. Но вы же понимаете, то есть сегодня Украине прекратят помощь, а если Украине прекратят поставки артиллерийских снарядов, то война закончится уже так недельки через 2 примерно. Может быть, немножко больше, но это не принципиально. Ну и вот и договаривайся после этого. А Путин в это время будет говорить, так я же всей душой. Это же они не хотят договариваться. Они же закон приняли о том, что никаких переговоров. Ну так, как он говорил сейчас африканским лидерам. То есть все, понятно, чем это закончится. А последнее его заявление, это вообще феерическое. Значит, он сказал, что вообще вторжение Путина в Украину – это месть за то, что Трампа подвергли импичменту из-за Украины. Вы помните эту историю? Да, это был импичмент, когда, значит, когда он распорядился заморозить 200 миллиардов долларов Украине, пока в украинской власти руководил этим делом Ермак, не откроет уголовное дело против Байдена. Против Бурисмы, ну, имеется в виду против Байдена. То есть друг Путин агрессии против Украины отомстил другу Трампу за то, что из-за Украины он был подвергнут импичменту. Теперь понятно. Вот, во всяком случае, Трамп по простоте душевной раскрыл, так сказать, внутренние мотивы его отношения к Украине. Он ее не любит. Не любит, потому что считает, что из-за нее, из-за Украины он был подвергнут импичменту. Ну и последнее. Это еще было до вчерашнего дня, до уголовного обвинения, выдвинутого против Трампа. Первый опрос общественного мнения, проведенный Нью-Йорк Таймс в связи с выборами 2024 года, показал, что Трамп и Байден нос в нос, каждый по 43% имеет поддержки из числа зарегистрированных избирателей. 43. Но если разбираться дальше, там же получается 43, остается-то еще 14%, и которые могут проголосовать так или иначе. Так вот, среди этих 14%, от которых зависит все, исход, расклад такой. Из них 27% более благосклонны к Байдену, и только 15% в той или иной степени благосклонны к Трампу. То есть среди неопределившихся Байден лидирует. Или лидировал. Но, повторяю, это было до вот этого последнего обвинения. Повторяю, это обвинение, то есть это более страшного обвинения в Соединенных Штатах. Это почти преступление против государства, враг государства, против его основ. Вот что значит это обвинение. Таким образом, значит, вот это все это обстоятельства, безусловно, должны повлиять на то, что компания Ермака будет предпринимать в ближайшее время. Что же происходит с этой компанией или ОПы Ермака? Прочитал я позавчерашнее, то есть 1 августа была опубликована мутная статья в «Политика». Причем, обращаю внимание,
это была политика европейская, не американская. И опубликовал ее не журналист, а редактор, который работает редактором отдела общественных мнений. Но это и не его общественное мнение. То есть, когда я читал эту мутную статью, я остро ощущал запах тухлых яиц, вот те, которые по 17, которые оказались в офшорах, и оттуда доносится их смрадный запах. Так вот, значит, обсуждается вопрос плана Украины насчет убийства Зеленского Россией. Или вообще, что будет, какие планы, какая преемственность власти в Украине, если Зеленский не сможет выполнять свои президентские обязательства. Ну, прежде всего возникает вопрос, какого черта? Какой информационный? Ведь каждая статья, она имеет или аналитический характер, или она имеет информационный повод. Я не вижу информационный повод данной конкретной статьи. Он тут не описан, потому что вот возникает вопрос, откуда он взялся, почему? Начиная там вот с начала войны, там Путин вроде бы должен был или мог его враги нейтрализовать, ликвидировать Зеленского. Окей, уже 1,5 года, больше, чем 1,5 года прошло с тех пор. Жив-здоров, тем более гарантии для жизни Зеленского выторговал у Кремля директор ЦРУ Бернс во время поездки туда в ноябре 2021 года. А затем премьер-министр Израиля подтвердил эти гарантии с Путиным, у Путина, в ходе личных бесед с ним. Казалось бы, вопрос уже снят. Но тут начинается другое объяснение о том, что Литвиненко травили, Скрипаля травили, других там травили, убивали. Но тоже опять-таки... То есть непонятно, откуда взялся, с какой стати. Я уже начал волноваться за Владимира Александровича. Откуда ветер дует? Ну, а дальше рассуждения о том, что произойдет, если он не сможет выполнять свои обязанности, они вообще ошарашивают. То есть существует, согласно Конституции, прямое наследие полномочий президента в случае, если с президентом что-то случается. И таким наследником сейчас становится Руслан Стефанчук, член партии Зеленского «Слуги народа». Но, как говорится в статье, у него маленькая, оказывается, значит, очень маленький, низкий рейтинг, всего 40%. Всего. И невысок авторитет среди законодателей. Поэтому тут появляется, значит, человек по фамилии Коротницкий, который объясняет, что, значит, да это фигня, это не проблема, мы ее решим, типа так. У нас есть команда, которая пользуется, ну, раз нельзя Стефанчука делать президентом, потому что у него рейтинг 40%, то надо, значит, других с высоким рейтингом. И тут появляется Ермак, мощная команда. Ермак, затем Резников, Кулеба, ну и в качестве, так сказать, прикрытия крыши сидящей голове лизиц-председателя Функса остается Стефанчук. Но я как прочитал вот эти имена, тут вспомнил Китай, когда умер Мао Цзэдун, там образовалась компания из 4 человек во главе с женой Мао Цзэдуна, которые хотели незаконно захватить власть. В конце концов, они оказались за решеткой. И там, по-моему, все они изгнили. Их назвали «Банда 4». Ну и вот тут «Банда 4» появляется. А еще я вспомнил комедийные фильмы советского режиссера Гайдая. «Операция И», «Кавказская пленница». Помните, там были «Трус», «Балбес» и «Бывалый». Бывалый, я думаю, в этой компании это, конечно, бывший повелитель пивных ларьков нелегальных в Киеве Ермак. Но 2 другие должности пусть они между собой распределят. Но кто взял, откуда господин Коротницкий взял, что у Ермака, я уже не говорю про Леху «Золотое яйцо», это не говорю про эту курочку-рябу, которая несет яички, не простые, а золотые, что у них выше поддержка среди народа. Откуда это взято? Я не видел эти
опросы общественного мнения, которые бы показали, что у кого-то из них выше 40%. А что касается доверия среди законодателей, то опять-таки, кто измерял градус этого доверия? То есть просто так, от фонаря, Владимир Александрович должен покинуть свою должность, и вместо этого приходят вот эти трус-балбес бывалый или банда четырех. То есть там я так вижу, как могут быть распределены должности. То есть курочка ряба будет нести вот те же золотые яички с выводом результатов, с выводом этих золотых яичек в офшоры. Руководить этим, конечно, будет Ермак по согласованию с регулярными выездами в Будапешт для связи с центром. Кулеба будет каждый день спрашивать Запада, почему мы до сих пор не в НАТО и в ЕС. Ну, а Стефанчук будет просто тушкой тут работать. Но еще по поводу Каратницкого. Хорошо, чтобы туда еще попал Сергей Притула, у которого до небес взлетает рейтинг. Но вот у меня вопрос. Но есть же в конце-то концов Конституция. Я не знаю, вот господин Каратницкий, такое впечатление, что он гражданин какой-то африканской страны, где вот так вот можно Конституцией шевелить, вот так можно выбирать, кто будет дальше руководить страной. Причем здесь не идет речь о выборах, о том, что вот должны состояться выборы, если что-то с Владимиром Александровичем, не дай бог, случится. То есть тут так понятно, что надо понимать, что вот эта банда четырех – это всерьез и надолго. Ну вот, значит, что я могу сказать? Значит, если это план, а я повторяюсь, статья мутнейшая просто, то это закрепление, юридическое закрепление регента во власти. Это Оман-2. Вот я назвал его, поездку в Будапешт. Оман-2. Вот это продолжение Оман-2. Потому что в результате поездки в Оман, первый раз, Оман-1, Ермак стал регентом. А вот Оман-2, он легализуется. Теперь он уже будет законно руководить государством. И это, значит, вот эта статья появляется сразу после его визита в Будапешт. Это вброс, вот эта статья, чтобы протестировать общественное мнение, проглотит или не проглотит. И думаю, что это мнение должно быть резко отрицательным. Резко отрицательным. Потому что, ну, это смерть, это конец Украины. Особенно вот учитывая то тяжелейшее положение, война, в которой страна находится. Ну и, наконец, является ли это сигналом? То есть нет никакого информационного повода для появления этой статьи. Это вброс для тестирования общественного мнения. Тогда вопрос возникает. Свидетельствует ли это о том, что Владимир Александрович по чьим-то там замыслам в ближайшее время под грузом, непосильным грузом ответственности, или, может, по состоянию здоровья, отречется от власти, как в свое время сделал Ельцин. Ну и вот таким образом освободит президентское кресло для вот этой гоп-компании. Еще там говорится о том, что главнокомандующим останется генерал Залужный. Ну, вы же понимаете такое дело, что вот из них, там, из вот этой банды, то есть его туда так взяли, чтобы как-то так облагородить эту банду, успокоить народ, что типа все будет нормально. Но я вам точно скажу, что если это произойдет, и эта банда придет к власти, то первым делом, что они сделают через некоторое время тихо и спокойно, заменят господина Залужного на генерала Сырского. И тогда вот все это примет завершенный, так сказать, гомогенный характер. И главное, повторяю, все это, вот вся стратегия, то, что делает сейчас ОПА Ермака, это получить доступ к тем почти 2 миллиардам долларов, которые они закопали, и которые у них нет, и у которых единственный шанс получить, если война закончится на условиях Путина, и если они продемонстрируют Путину, что они ему в этом помогли. Ну и вчера буквально выхожу в YouTube и слышу, что Ермак в ближайшее время вступает в переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки для выработки договора о гарантиях безопасности
со стороны США Украине. То есть так называемый, вот тот самый так называемый израильский вариант, который предложили фактически Украине в Вильнюсе. Из этого, ну это правильно, на это надо идти. Нужно соглашаться на этот израильский вариант, потому что, я повторяю, пока эти люди сидят у власти, никакого НАТО не будет. Хотя НАТО ломится в дверь Украины, я дальше вам расскажу. То есть лучшей возможности, чем сейчас, просто нет. Но черная метка, она поставлена. Будем говорить о израильском варианте. Израильский вариант, я вам напомню, значит, примером является первый меморандум между Израилем и Соединенными Штатами Америки с 1975 года. После войны 1973 года, тогда главным врагом, значит, для Израиля, главной угрозой безопасности был Египет. И в этом меморандуме Соединенные Штаты дают определенные гарантии Израилю безопасности. Они дают ему деньги, ежегодную помощь, на которую он будет там. Начинали, по-моему, с 3 миллиардов, теперь последние подписали на 10 лет. Там должны выдать за 10 лет 28 миллиардов. Но что касается непосредственного участия США в помощи, то есть прийти, вот возникнет опять война. А тогда была, значит, опасность, что Египту впрямую начнет помогать Советский Союз. Какие обязательства давали Соединенные Штаты? В случае такой угрозы, если какая-нибудь ядерная держава будет помогать Египту против Израиля, США будут консультироваться с Израилем, окажут дипломатическую и иную помощь. Вот это самая страшная формулировка – иную. А также, если Египет нарушит прекращение огня, то есть нападет на Израиль, то тогда Соединенные Штаты могут прибегнуть к корректирующим действиям. Вот это самая страшная формулировка. Более страшной гарантии там нет. То есть, так по большому счету, это вот все равно, что Будапештский меморандум. Но в случае отношений США и Израилем он работает. Почему? Потому что есть между двумя странами доверие. Между правительствами есть доверие. Между конкретными лидерами могут быть недоразумения, могут быть натянутые отношения, они реально возникают. Но между ними никогда не бывает скандала. Ни одна страна на другую не начинает, извините за выражение, катить бочку. Не начинает вести публичную кампанию. Вот в Израиле трудно себе представить, чтобы в средствах массовой информации начали там гнобить администрацию Соединенных Штатов, которая якобы сливает Израиль кому-нибудь там, то ли Египту, то ли Москве, то ли еще кому-нибудь. Это невозможно представить. То есть между союзниками настоящими такого быть не может. А вот что касается, значит, господина Ермака, то фон для вот этих переговоров, который создается в значительной степени его командой, он, хуже быть не может. Во-первых, перессорились. Перессорились даже, это не то слово, тут надо другое, но я просто не могу, у меня язык не поворачивается его назвать. Надеюсь, вы догадаетесь. Со всеми союзниками, с которыми возможно. На Макрона катили бочку. Всеми словами, которые можно было, обозвали Шольца. Лучшего друга, подвижника, который работал не как просто прилежный бюрократ, а как лоббист, один из более ярых, активных лоббистов Украины, Великобритании, министр Уоллес, наплевали ему в душу. С Соединенными Штатами дальше некуда уже. То есть идет мутная волна, и чем больше, чем дальше, тем хуже, тем она мутнее. Почему? Объясняю. Они сделали ставку на Трампа. И вот так они хотят показать Путину, то есть они надеялись, что Трамп выиграет. И многие, наверное, думали так. Может, до сих пор надеяться, что Трамп выиграет. А надо, чтобы не просто республиканец выиграл, надо, чтобы Трамп выиграл, потому что Трамп выиграет, скажем,
представитель республиканской партии от неорейганистов. Может быть, еще будет суровее для Кремля, чем Байден. А вот Трамп – это единственная надежда вот этой опы Ермака. А для этого вот мутная эта война и гонится через подконтрольных блогеров, там, ботов там, и так далее. Поэтому, значит, вот с Соединенными Штатами поливание, там уже все враги, ну все прямо днюют и ночуют в Кремле, ведя там тайные переговоры. Ну и наконец-то добрались до Польши. Уже все. То есть я вчера еще читал, Министерство иностранных дел Украины вызывает польского посла, МИД Польши вызывает украинского посла на ровном месте, на ровном, повторяю. Это страна, которая, вот эти же все, это опа Ермака, кто не видел еще, посмотрите, 352-е видео «Завтра война». Это те люди, которые подготовили Украину, привели Украину к началу войны совершенно не готовой. Она висела, как груша спелая, которую Путину только нужно было протянуть руку, чтобы ткнуть ее пальцем, чтобы она упала. То есть они сделали все возможное для того, чтобы Путин добился своих успехов. Теперь, значит, союзники пришли на помощь, обеспечили. Это стало самое мощная в плане вооружения армия в Европе после Мордора. Да, есть там недостатки. Да, надо, чтобы лучше, больше, быстрее. Но работать надо. Работать, а не ругаться, не трепать языком. Вместо этого перессорились со всеми. И теперь Польша. Сегодня смотрю, значит, картинки с Польши. По-моему, там футбольное поле Вроцлав. Там народ с плакатами антиукраинскими. И это вот полностью ответственность на этой опе Ермака. Потому что он заменил всех послов для начала. Как только, значит, президент Зеленский стал президентом, это он проводит целенаправленно эту политику. И эта политика, дипломатия, это дипломатия пивных ларьков. Потому что настоящие дипломаты убирались, высококвалифицированные послы увольнялись, вместо них понабирали кое-как и кое-кого, и бесконечный треп из опы Ермака через его представителей, выдвижение каких-то там. Надо заткнуть рты, надо прикусить языки. Потом, выиграв при помощи этих стран войну против Путина, можно развязывать языки и нести что угодно 24 часа в 7. Но сейчас нужно заткнуться наконец-то и не вспоминать этих, и не выдвигать никаких обвинений. И утро начинать на Банковой, не на Банковой его Ермака, спасибо, каждое утро, как говорил Зеленский. Потому что эти люди, они сейчас делают для Украины то, что опа Ермака не сделала до февраля, 24 февраля 2022 года. Кстати, вот один из самых первых вопросов, которые мне задают люди в шоке после того, как посмотрели видео 362. Значит, первый вопрос, просьба самая популярная. Регулярно перезаливайте это видео, чтобы его увидели все. Окей, следующее. Как же так? Почему они не верили американцам? Как они могли допустить, что после всех этих предупреждений в течение полугода война стала неожиданной? Да я вам говорил как. Потому что Ермак был на регулярной связи с Козаком. Он получал от Козака инструкции. И Козак говорил, что все хорошо, все урегулируем, все будет нормально. Это так, мы маневры проводим. А Ермак это передавал Зеленскому. Последний звонок перед агрессией Козак сделал Ермаку за 2 дня до агрессии. Убеждал, что не верьте, там все будет окей, все будет нормально. Вот почему. То есть Зеленский слушал Ермака, который слушал Козака. Вот вам все объяснение. А сейчас этот Ермак будет вести переговоры. То есть тот Ермак, который втащил в Украину формулу Штайнмайера, согласился ее, подписали, да, который убеждал Зеленского до 22 февраля 2022 года о том, что все хорошо, теперь будет обеспечивать безопасность и, значит, договор Украины о гарантии безопасности Соединенных Штатов Украине. И учитывая стратегическую цель, как я сказал, то есть мир на условиях Путина, а
вот эта компания должна им, гоп-компания должна Путину помочь. Но я думаю, что эти переговоры, если только они не, вот эти переговоры не должны увенчаться успехом, если только на Банковой не поймут, что у Трампа уже нет шансов и надо срочно перестраиваться. Ну вот, собственно говоря, что происходит накануне тех переговоров, которые Ермак должен начать с американскими представителями. Вот на этом позвольте закончить первую часть этого видео, чтобы, так сказать, разбить его на более удобные для просмотра временные интервалы. И тут же я перехожу ко второй части через буквально пару-тройку минут.